Всем привет! В тайнах и загадках есть что-то такое, что привлекает самые яркие умы. Например, Шерлок мог бы стать кем угодно, но он принял решение стать детективом. По факту в каждом из нас есть детектив, так как все мы любим острые ощущения и волнение в процессе решения сложной загадки. Сейчас вы увидите еще 10 криминальных загадок, которые могут заставить ваш мозг хорошенько потрудиться. И помните, вы всегда можете нажать на паузу. Мужчина находился в суде за убийство своей жены. В заключительном заявлении адвокат всех удивил и заявил: его жена просто пропала. Посмотрите на двери, его жена зайдет в них через 30 секунд. Все в суде затихли и присяжные уставились на дверь. Адвокаты подсудимые уставились на присяжных. Через несколько минут адвокат сказал: видите, если бы вы были настолько уверены, что это он убил свою жену, вы бы не стали смотреть на эту дверь. Присяжные тут же дали вердикт о виновности в убийстве. Почему же присяжные осудили мужчину? Мужчина был виновным потому, что он смотрел за присяжными, а не на двери, так как он знал, что его жена уже никогда не зайдет в них. Женщина была в ужасе, когда нашла в своем чае муху. Официант взял ее чашку, пошел на кухню и принес новую чашку с чаем. И тут женщина закричала: «Вы принесли мне ту же самую чашку чая!» Внимание, вопрос. Как она могла знать об этом? Ответ. Она уже положила сахар в свой чай. Мужчина был найден мертвым в снегу. Единственные следы, которые были оставлены, представляли собой следы от ног между двумя параллельными полосами. А теперь вопрос. Кого же должна искать полиция? Человека в инвалидном кресле. Террорист угнал самолет с 10 пассажирами. Затем он потребовал у представителей власти $1 миллион тысячными купюрами и 11 парашютов. Власти выполнили его требования. После этого террорюга убил всех пассажиров, чтобы его никто не смог опознать. Надел один парашют и выпрыгнул из самолета. Внимание, вопрос. Был ли он настолько глуп, чтобы потребовать 11 парашютов, если ему был нужен всего один? Ответ. Он был гением. Представители властей, скорее всего, решили, что он будет прыгать с заложниками. Поэтому они никогда не рискнули бы давать ему неисправный парашют. Пожилой мужчина жил один в небольшом доме. Однажды утром в четверг, когда почтальон доставлял почту, он узнал, что старик убит. Почтальон немедленно вызвал полицейских. Когда они прибыли на место убийства, то нашли 2 бутылки молока, газету, выпущенную в понедельник, каталог, флаеры и неоткрытую почту. Также полиция нашла подозреваемого. Кто это был и почему? Полицейские подозревали парня, который разносил почту, так как отсутствовали газеты выпуска вторника и среды. «Кто стрелял в мою жену?» – кричал мужчина, врываясь в больницу, где лежала его супруга. Его остановила полиция с вопросом, где он был вчера вечером. Мужчина сказал, что ночевал в доме своего друга. Он рассказал полиции, что когда он звонил узнать, как там его жена, горничная ответила, что ее увезли в больницу. Как только мужчина это услышал, он тут же помчался в госпиталь. Выслушав его, полиция тут же арестовала мужчину. Почему? Сразу, как он зашел в больницу, то начал кричать: «Кто стрелял в мою жену?» Как он мог знать об этом, если ему никто не сообщал о причине нахождения его жены в больнице? Девушка на похоронах своей матери встретила парня, которого она не знала. Она влюбилась в него и захотела как-то с ним связаться. Поиски парня не увенчались успехом. Через несколько дней эта девушка убивает свою сестру. Зачем она это сделала? Девушка надеялась, что парень снова придет на похороны. По-видимому, девушка была не в своем уме. Японское судно направлялось в открытое море.
Капитан пошел в душ, сняв свое кольцо с пальца и оставив его на столе. Когда он вернулся, то обнаружил, что кольцо пропало. Капитан немедленно вызвал несколько подозреваемых членов команды и спросил каждого, где он был и что делал последние 15 минут. Повар сказал: «Я был в холодильной камере, забирал мясо для приготовления». Инженер сказал: «Я работал с генератором двигателя». Матрос сказал: «Я был на мачте и исправлял флаг, который был по ошибке повешен вверх ногами». Радист сказал: «Я отправлял сообщение компании о прибытии корабля». Штурман сказал: «Я спал в своей каюте, и если кому-то что-то не нравится, то могу дать сразу в глаз». Капитан тут же поймал вора. Как он смог это сделать? Это японское судно, значит и флаг у него японский. В свою очередь, при перевороте вверх ногами он имеет точно такой же вид – матрос-вор. Мужчина был застрелен, когда находился в своей машине. На его одежде не было никаких отпечатков, что говорило о том, что стрелок был снаружи. Однако все окна были подняты, а замки закрыты. После тщательных исследований было обнаружено, что пулевые отверстия были только на теле мужчины. Как он был убит? Автомобиль был с откидным верхом. Мужчину, скорее всего, застрелили как раз в тот момент, когда он опускал его. В этой визуальной загадке вам предстоит напрячь зрение. Внимательно посмотрите на эту фотографию и найдите на ней вора. Кстати, по статистике, только 10% могут найти вора на этой фотографии за 5 секунд. Причем женщины проходят этот тест лучше, чем мужчины. Ответ. Да вот же он. За сколько времени, друзья, вам удалось заметить эту магазинную пломбу? Оставляйте комментарии, на сколько вопросов ответили вы и главное как. Также поделитесь этим видео с друзьями, пусть тоже себя проверят. А если хотите, чтобы следующие головоломки вышли как можно быстрее, то давайте соберем 20 тысяч лайков. Спасибо за внимание, всем удачи и до встречи в следующем выпуске.